Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева, и это канал о вязании. Я сегодня хочу вам предложить связать вот такой нежный ажурный джемпер очень простым узором на 6 размеров. У нас будет описание составлено, и я думаю, что этот джемпер будет интересен женщинам всех возрастов. Его можно носить как заправленными в брюки, так и на выпуск. То есть это по желанию, но то, что это просто очень очаровательный, красивый узор, и сам вот этот вид нежности такого какого-то, знаете, простоты, легкости, нежности, воздушности, да, вот это вот все такое, все эти эпитеты применимы к этому красивому джемперу. Я нашла на просторах интернета фотографию и, в общем-то, пыталась найти источник, и так поняла я, что это из какого-то брендового интернет-магазина джемперочек. Ну, видимо, уже, наверное, ссылочку никаких на него не осталось, кроме вот этих фотографий. У меня ничего больше нет. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Конечно же, я составила описание, схему по фотографии, потому что очень простой узор, девочки, легко очень тут было понять, как петельки располагаются, схема будет нарисована от руки, но я думаю, что это сложностей не добавит. Да, довольно понятные, доступные условные обозначения. Давайте сейчас с вами рассмотрим пряжу, которую я выбрала. Пряжа полухлопковая. И, соответственно, пойдем по порядочку. Схема, выкройка, да, и вяжем образец узорчика. И разбираем все важные моменты, которые вам будут нужно знать для вязания данного джемпера. Все попетельно разбираем. Для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу Yarnart Jeans. 55% хлопок, 45% полиакрил. Цвет 62 белоснежный. 50 грамм у нас 160 метров используется. Так выглядит образец узора. Здесь у нас с вами связаны 2 раппорта и 4 раппорта в высоту. 2 раппорта в ширину, 4 в высоту. Приближаю, девочки. Очень простой узор. Я схему рисовала от руки, в принципе. Вот так выглядит у нас схемочка. Сразу вам ее показываю. У нас получается 17 петель в раппорте и 10 рядов тоже в раппорте в высоту. Для симметрии мы используем 4 петли слева. Видите, косичка это добавляется для симметрии. Выкройка. Вот таким образом у нас выглядит. Мерочки, девочки, стоят стандартные, так скажем, на размер. Ничто не мешает вам их подправить, сделать индивидуальными, особенно на рост. Обратите внимание, длина изделия. Все-таки это такая вещь, довольно часто у нас рост не совпадает, да, кто-то высокий, кто-то низкий. В общем, откорректируйте, пожалуйста, длину изделия. Ну, по ширине здесь более-менее все более так стандартизировано. Ну и то все равно фигура-то тоже у всех разная, нестандартная. У кого-то плечи широкие, у кого-то плечи узкие. В общем-то, на длину рукава тоже, девочки, обратите внимание. Так, давайте сейчас к описанию обратимся. Вот такое описание я всегда составляю. Смотрите, размеры, которые мы будем сегодня с вами
использовать в нашем описании. И на выкройке они также 42, 44, 46, 48 и 50, 52. Пряжу вы уже посмотрели, я вам объясняла. Общий расход где-то 450-600 грамм. Это прям очень большим таким запасом 600 грамм, да, на 50-52. Спицы мы будем использовать 3,5. И будем, значит, плотность определять после того, как свяжем образец. Я показываю, как это сделать. Подробно рассказываю, зачем мы вообще применяем плотность, поэтому обратите на это внимание. Я рассказываю в своем мастер-классе подробнейшим образом, откуда берутся все вот эти петельки, почему именно так, а не иначе. У нас складывается попетельный вот этот расклад, да. Что такое вертикальная плотность, заостряю внимание подробно, как ее применить в описании, да. Сколько петелечек у нас придется на вырез горловины, на пройму, останется на плечике. Все это я тоже подробно объясняю, девочки. На примере вот этого моего объяснения вы сможете составить описание для любого другого джемпера, любого другого узора. Я расскажу вам, как раппорт сочетать с количеством петель. Далее, что такое скос? Да? Я расскажу вам, как сделать расчет скоса, любого скоса в вязаном изделии. И, в общем-то, про рукав. Здесь мы тоже подробно скос считаем. Я тоже вам все это дело показываю. Про окат. Окат рукава даю ссылку вам. Там довольно, как-то очень нудно и долго считать этот окат. Поэтому я предоставляю вам статью, ссылку, и вы сами индивидуально справитесь. В общем-то, принцип расчета я в своем мастер-классе объясняю, но более детально вы сделайте, пожалуйста, сами для себя расчет. Ну и по сборке тоже, значит, петельки по вырезу горловины поднимаем и вяжем резиночкой. У нас, кстати, везде планочка используется. Как вы поняли, по виду джемпера это машинная вязка, это фабричное изделие, но ничто не мешает нам связать этот красивый джемпер на спицах, правильно? Вручную. И для этого, собственно, и был создан данный мастер-класс. А сейчас, мои хорошие, давайте с вами начнем вязать образец. Я уже связала узор. Видите, несколько раппортов я уже связала. 3 раппорта. И сейчас мы будем с вами вместе вязать этот узор. Схему я нарисовала от руки, по фотографии. И, в общем, смотрите, 10 рядов в высоту, 17 петель в ширину занимает раппорт узора. Мы будем, давайте для образца свяжем 2 раппорта и 4 петли для симметрии. Итого 17, 17, 34 петли, плюс 4 петли для симметрии, 38 и 2 кромочные. Набираем для образца 40 петель. Я уже набрала. И мы с вами начинаем вязать первый ряд узора. Первый ряд начинаем. У нас с вами кромочная первая. 4 петли перекрещиваем с вами налево. Снимаю я 4 петли, меняю местами. Значит, смотрите, переснимаю, вернее, на правую спицу. Меняю местами. Первые 2 у меня перед работой. Я их аккуратно высвобождаю, те, которые остались, петли за работой 2. И вот так возвращаю их на левую спицу. Видите, я перекрестила. Первые 2 у меня перед работой, 3, 4 за работой. Вяжем все 4 петли перекрещенные лицевыми. Дальше вяжем 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. Связали раппорт узора. Давайте повторим раппорт.
опять 4 петли перекрещиваем с вами налево. Первые 2 у меня перед работой, следующие 2 за работой. Меняю их местами и вяжу как 4 лицевые. Далее вяжем снова 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. Связали второй раппорт. И за раппортом у нас 4 петли. Мы их будем перекрещивать. Это косичка наша. Также налево перекрещиваем, меняем 2 петли местами, по 2 петли. И вяжем как 4 лицевые все петли косы. Кромочную вяжем изнаночной. Связали. Все четные ряды у нас будут вязаться, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными. Вяжем 3 ряд по схеме. Итак, у нас с вами 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные. И далее вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные. Связали первый раппорт, вяжем второй раппорт. 4 лицевые, 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные. Связали второй раппорт и за раппортом 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочные вяжем изнаночные. Так, хорошо. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. 5-й ряд вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. Связали раппорт узора. Давайте свяжем второй раппорт. 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. Связали второй раппорт и далее вяжем за раппортом 4 лицевые. Это для симметрии. Кромочная, изнаночная. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. 7-й ряд у нас с вами 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные, 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид и 3 вместе лицевой вяжем с выделением центральной петли. Первые 2 петли я меняю местами. Видите, вторая у меня накидывается поверх первой. И вяжем все 3 вместе лицевой. Делаем накид, 3 лицевые, 2 изнаночные. Связали раппорт. Второй раппорт повторяем. 4 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой
с выделением центральной петли. Вот вторая петля у нас центральная. И я их меняю местами, первую и вторую. Вяжу все 3 вместе лицевой. Делаю накид, 3 лицевые, 2 изнаночные. Связали второй раппорт. За раппортом 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочная, изнаночная. 8 ряд вяжем, как смотрят петли. 9 ряд вяжем. Значит, у нас с вами идут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные. Далее вяжем с вами лицевые петли. Сейчас скажу, по-моему, 9. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 изнаночные. Связали первый раппорт. Повторяем раппорт. 4 лицевые. 2 изнаночные. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 изнаночные. Второй раппорт связали. И за раппортом 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочные вяжем изнаночные. Так, связали, отлично все. Так, девочки, теперь наша задача с вами. 10 ряд сейчас вы свяжете самостоятельно. Я не буду его вязать. Мы будем вязать его, как смотрят петли, да? Потому что я уже его вязала аж целых 3 раза. Давайте сделаем влажную тепловую обработку образца. Вы тоже можете связать еще пару раппортов. Хотите 1 раппортик, свяжите еще, чтобы для точности измерений, да, или потренироваться вязать этот узор. Я всегда тренируюсь, прежде чем приступать. А вдруг мне не понравится узор или еще что-то там, мало ли, или я не справлюсь с этим узором. Всякое ведь бывает, да, поэтому я всегда, прежде чем за большую вещь взяться, пробую вязать узорчик. Итак, давайте посчитаем плотность. Горячим паром я вот так обдаю наш образец. Так, и давайте его потянем в разные стороны. И по горизонтали, и по вертикали. Тянем, тянем, тянем энергичненько. Ничего не боимся. Когда высохнет, наш узорчик примет ту самую форму, которая ему станет присуща. Представьте, что это уже готовое вязаное изделие. Вот края меня смущают. Их надо немножечко привести в порядок. Видите, отдельно к ним такое внимание, а то они у нас закругляются. Так, все хорошо. Оставляем так сохнуть наш узорчик. И теперь давайте померяем ширину образца. Итак, я приложила линеечку. Прежде всего я его, когда он высох, потрясла, да, так сказать, его привела в чувство. То есть вот так именно он у нас и будет на нашей модельке, на нашем изделии смотреться. Все, он уже не тянется никуда, ни туда, ни сюда. Укладываем ему в такой естественный среду, он попал, в которой он теперь будет жить, этот узор, да. И мы с вами прикладываем. Вот у меня получается 19,5. 19,5. И мы набирали 40 петель, да? 40 делим на 19,5. Получаем, девочки, в 1 сантиметре 2 петли. Плотность. Запишем. Ах, как нехорошо. Тут у нас все не высохла, бумага сохнет. Так, в 1 сантиметре у меня 2 петли. И ширину померяем. Ой, то есть, высоту. Ширину померили, высоту. В
высота 17,5. У меня последнего ряда нет, я же не вязала, да? 17,5. Я как будто бы он есть немножечко, видите, на спицу там наезжает у меня полсантиметра. И у меня участвует здесь, давайте скажу вам, сколько раппортов. То есть это у нас шел раз раппорт, 2, 3, 4 раппорта по 10 рядов. То есть это 40 рядов поделить. Давайте еще раз для точности, это очень важно. Но все-таки 17,5 запишу, не буду 17, делим на 17,5. Итак, получается такое вот интересное число 2,28. Но по-хорошему мы должны округлить в большую сторону 2,3 написать. Что мы с вами сделаем? В 1 сантиметре получается по нашим расчетам 2,3 ряда. Это вертикальная плотность. Итак, теперь эти волшебные цифры нам понадобятся для дальнейших расчетов. И еще нам понадобится выкройка с нашими размерами. Вот такая выкройка у нас, девочки, будет с вами использоваться. Здесь у нас, значит, будет составлено описание 42-44 размер, 46-48, 50-52. И я хочу сказать, при таком узорчике описание можно составить, в принципе, и на больший размер по аналогии. Там нет никаких сложностей особых. Просто добавляете лишние изнаночные петельки справа и слева по полотну. И тем самым увеличиваете ширину спинки переда. Вот и все. Итак, сейчас мы с вами детально будем разбирать, делать расчеты. И начинаем, как всегда, с наборного ряда. Сколько петелек будем набирать на спинку и перед. Они у нас по одной выкройке вяжутся, отличаются вырезом горловины только. Итак, смотрите, первый размерчик у нас 47 сантиметров ширина спинки, второй размерчик 54 и третий размерчик 58 сантиметров ширина спинки. Если у вас не устраивает такая ширина, там немножечко можете подкорректировать, девочки, это не столь страшно будет. Давайте с вами 47 сантиметров умножим на нашу плотность, которую мы с вами получили вот в 1 сантиметре 2 петли. Это горизонтальная плотность, да? По горизонтали умножаем на 2. 47 умножаем на плотность 2, получаем 94 петли. Вот. Но я 93 уже написала более точный результат, а так имейте в виду, 94 надо. Так, следующий 54 сантиметра умножаем на 2, 108 петель, все правильно. И третий размер 29 умножить на 2 и умножить на плотность 2. То есть 58 умножить на 2, это будет 116 петель. Теперь нам необходимо посмотреть на нашу схему внимательно. 17 сантиметров у нас 17 петель у нас раппорт узора. И 4 петли для симметрии мы добавляли, когда вязали узор. Помните, да? Поэтому, исходя из этой величины 17 петель, смотрим, сколько целых раппортов у нас умещается по спинке и переду. На первый размер 94 делим на 17. Получаем 5 раппортов целых. 5 умножить на 17 это 85 петель, а надо, чтобы было 94. Значит, добавляем к 85 петлям 4 петли для симметрии. Слева, помните, да? И добавляем 2 кромочные. Получаем 91 петлю. А надо 94, повторюсь. Чтобы выйти из ситуации, смотрите, либо мы добавляем с вами 2 петли дополнительно, либо 4 петли дополнительно. То есть, чтобы было нечетное число. По нашему узору должно быть нечетное число.
Я решила, что это будет 93 петли, то есть уменьшила на одну петлю, я думаю, это несущественно. Если вы, девочки, считаете, что надо чуть-чуть посвободнее, добавьте 2, значит, то есть до 95 петель доведите, а не 93. Я в описании буду 93 писать. И располагаем узор. Схематично я всегда вот так это рисую. Смотрите, представьте, что ваш наборный ряд. И 5 раппортов мы располагаем с вами по центру. 1, 2, 3, 4, 5. В каждом раппорте 17 петель. Рисуем 17 петель. Дальше у нас идет 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. С левой стороны добавляется 4 петли для симметрии, которые мы с вами вязали по схеме, да? И получается вот такой расклад. И тут у нас 91 петля сейчас. А надо, чтобы было 93, да, я повторяю, или 95. Как компенсировать недостаток петель? Я предлагаю справа и слева добавить по изнаночной петле. То есть здесь у нас дополнительно будет 1 изнаночная справа и дополнительно 1 изнаночная слева. То есть начинать мы будем вязать следующим образом. Кромочная, 1 изнаночная, 5 раппортов подряд по 17 петель, 4 петли для симметрии по схеме, 1 изнаночная, кромочная. Вот так у вас будут распределяться узоры после того, как вы свяжете планку резиночкой 1 на 1. Теперь давайте посмотрим, что у нас с двумя другими размерами. 108 петель на второй размер поделим на 17 петель в раппорте. Получаем, девочки, 6 раппортов. Да? Давайте 6 умножим на 17, это будет 102 петли. А надо, чтобы было 108. Да? Добавляем 4 петли для симметрии и добавляем 2 петли кромочные. Получаем, вот здесь у нас идеально 108 петель совпало. Отлично. То есть то же самое расклад по петельной, только будет 6 раппортов по 17 петель, никаких изнаночных дополнительных не надо. У нас с вами четко умещается 6 раппортов по 17 петель, 4 петли для симметрии слева и 2 кромочные. Это на второй размер. Третий размер у нас идет с шириной, получается, 58 сантиметров и 116 петель. 116 поделим на 17 петель, число петель в раппорте, получаем опять 6 раппортов у нас с вами, девочки, 6 целых раппортов умещается. Давайте рисовать, потому что здесь посложнее ситуация. Итак, представьте, что ваш наборный ряд, да, и мы рисуем 6 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 раппортов по 17 петель. И у нас с вами идет 4 петли для симметрии с левой стороны, ну, соответственно, по кромочной справа, слева. Итого, все это у нас дело занимает, мы это уже проходили арифметику, да, 108 петель занимает. А надо, чтобы было 116 петель. 8 петель не достает нам. Я предлагаю решить этот вопрос путем добавления 4 изнаночных справа и 4 изнаночных слева. То есть здесь 4 изнаночные крайние, и здесь 4 изнаночные тоже крайние. Вот. Вот так распределяем узоры. То же самое я буду писать в описании, девочки. Я думаю, что это 4 изнаночные на такой узор, они, в принципе, вписываются, да. У нас здесь тоже есть в узоре изнаночные, вот, 2 изнаночные, да, разделительные, так скажем, между косой и ажурным, или вот этой вставкой. Поэтому это все логично, узор не испортится. Так, следующее, что мы с вами будем считать. Давайте посчитаем пройму, вырез горловины и, в общем-то, перейдем на рукав и плечи, сколько на плечи приходится петель. Итак, у нас с вами вырез горловины составляет по схеме
9,5 сантиметров на первые два размера, и на третий размер ширина 10,5. Это половинчатые размеры, естественно, их надо умножить на 2. То есть мы с вами 9,5 умножим на 2 и умножим на плотность 2, и получим, что на вырез горловины должно прийтись 38 петель. Это на первые два размера, а на второй размер у нас 10, на третий, то есть 10,5 также умножить на 2, 21 сантиметр ширина выреза, и умножаем на плотность 2, будет 42 петли, запишем, 42 петли вырез горловины. Давайте пройму посмотрим. Глубина проймы у нас по выкройке 5 сантиметров. Ну, устно считаем, 5 умножаем на плотность 2, получаем 10 петелечек у нас на пройму. И теперь давайте посчитаем, что у нас остается на плечи. Вот по поводу выреза горловины для первого размера, поскольку у нас в наборе участвует нечетное число, 193 нечетное число, да, вырез горловины тоже должен быть нечетный, поэтому не 38 я пишу, а 37, уменьшаю на одну петлю. И считаем плечи для первого размера. 93 петли, общенаборное количество. Отнимаем 37 петель вырез горловины и отнимаем 2 проймы по 10 петель, то есть минус 20. Получаем 36 петель. У нас остается на плечи. 36 петель поделим на 2. Остается на каждое плечо, приходится по 18 петель. Второй размер считаем. 108 петель, отнять вырез горловины 38 и 2 проймы минус 20 петель. Получаем 50 петель. Делим на 2 плеча, получаем на каждое плечо 25 петель. Третий размер считаем. 116 петель, отнять вырез горловины 42 петли и 2 проймы по 10, то есть минус 20. Получаем 54 петли на плечи, делим на 2, на каждое плечо по 27 петель приходится. Посчитали. Переходим к рукаву. У нас здесь будет планочка на 8 сантиметров в высоту, так же как и по переду, кстати, тоже 8 сантиметров. Но мы к этому еще вернемся, когда будем про вертикальную плотность говорить. И сейчас я по горизонтали давайте посчитаем, сколько по низу рукава и по верху придется. Ну, по низу я уже посчитала, значит, на резинку мы будем набирать там 40 с чем-то петель, около 50, 46 или 48, не помню, девочки. Я не обращаю на это внимания, я просто помню по аналогии, сколько должно быть на резинку, по рукаву для такой пряжи, и все. А вот здесь необходимо по верху посчитать по плотности. Ширина у нас самой широкой части рукава, вот 3 разных размера стоят. Давайте считать. 17,5 первый размер, это половинчатый размер, умножить на 2 и умножить на плотность 2. Получаем 70 петель. Нам надо, чтобы было нечетное число, поскольку у нас в узоре участвует нечетное число петель. То есть 71 я записала. Второй размер идет 19,5 умножить на 2 и умножить на плотность 2. Получаем 78 петель. Также записываю 79 петель, чтобы было нечетное число. Третий размер 20,5 умножить на 2 и умножить на плотность 2 будет 82 петли. Я записала 83 петли по той же причине. Теперь считаем, сколько нам надо на скосе прибавить петель по скосу. И здесь нам пригодится знание вертикальной плотности. Смотрите, у нас есть в 1 сантиметре, плотность мы считали 2,3 ряда. И наш скос от планки, начинающийся до оката, скос, по нему будем равномерно прибавлять определенное количество петель, которые мы сейчас будем считать. Значит, у нас из большего числа 71 на первый размер надо вычесть петли по низу рукава. 71 отнять 57 петель по низу.
участвует в узоре, будет 14 петель. У нас 2 скоса делим на 2, на каждый скос по 7 петель. Запишем. Дальше второй размер, 79 петель отнять 57 петелечек по низу, получаем 22 петли, делим на 2 скоса, получается на каждый скос 11 петель, будем прибавки делать. И третий размер, 83, отнять 57 петелечек по низу, получим 26 петель, поделим на 2 скоса, 13 петель на каждый скос приходится прибавочек. Итак, а теперь про вертикальную плотность. У нас скос в высоту составляет 41 сантиметр. Мы давайте с вами 41 сантиметр умножим на нашу плотность по вертикали 2,3. И получим величину, выраженную в рядах. 94 ряда. Запишем: 41 сантиметр равен 94 ряда. И теперь вот эти петли, которые мы с вами посчитали по скосу, надо прибавить. Мы будем сейчас определять, через сколько рядов будут делаться эти прибавки. Они должны быть равномерно распределены. То есть мы с вами 94 ряда, которые у нас скос составляет, делим на 7 петель. Первый размер. То есть получается, что мы с вами должны делать прибавки в каждом, еще раз, 94 поделить на 7. Ну вот такой вот величина. В общем, давайте здесь будем чередовать прибавки делать в каждом 13 ряду и в каждом 14 ряду. Здесь по-другому не получится, девочки. Чередуем. Так, второй размер у нас идет 80, так, опять 94 ряда поделить на 11 петель. Получаем 8,5. Также чередуем в каждом 8 и в каждом 9 ряду прибавки. И третий размер 94 поделить на 13 петель. Получаем 7. Ну, в каждом 7 ряду можно написать, делаются прибавки. И после того, как вы свяжете 94 ряда этих прибавок, у вас должно на спицах быть 71 петля, 79 петель и, соответственно, третий размер 83 петли. И вы приступаете к вязанию оката рукава. И здесь по окату рукава я расчеты не стала делать. Это очень долго. Я вам даю ссылку, как это сделать. Этот окат связать, рассчитать теоретически. И, в общем-то, под видео это все будет выложено. Самостоятельно посчитайте, девочки. Это для тех, у кого мало опыта вязания таких вещей. Но если вы опытная вязальщица, вы уже по своему опыту знаете, как сделать окат. Да? От себя скажу, что вот эта вот нижняя часть оката формируется у нас так же, как закрытие петель происходит так же, как у проймы. Далее у нас идет очень крутой подъем. Здесь у нас идут убавки по одной петле. Сколько убавок конкретно сделать по одной петле, вы индивидуально считаете на свой размер. Вот. И далее идет по 2 петли уже убавки. И вот здесь в самой пологой части у нас будет уже по 3 убавки. То есть. И здесь уже единым махом закрывается около 15-17 петель. Вот здесь, в последнем ряду. Да? Общая длина рукава будет у всех индивидуальная, мои хорошие. Не забывайте, что у нас рост у всех разный. Да? Но вот по выкройке, для примера, я вам сразу скажу, что вот эту величину, которая стоит от начала вязания до оката, за окончание оката, она у нас вот выражена 60,5 сантиметров. И эту величину надо перевести в ряды. То есть 60,5 умножить на плотность 2,3. Это будет, девочки, округляем, 140 рядов. Почему округляю? Потому что обычно в четном эквиваленте выражаются ряды. Так удобнее считать. Связали лицевой, изнаночный, да, и закончили, соответственно, по лицу закрыли петли. Так, 140 рядов. Длина рукава. Теперь плавненько переходим про вертикальную плотность на перед и спинку. Смотрите, здесь все вертикальные размеры тоже надо измерять в рядах.
любой вертикальный размер, вот, например, у нас от планки до проймы стоит величина 31 сантиметр. Переводим 31 сантиметр с помощью нашей плотности в ряды. 31 умножить на 2,3. Будет 71 ряд. Так 72 ряда, то есть. Так удобнее. Четное число должно быть. Так. И также здесь тоже ориентируйтесь. Да? В моем случае, вот я для себя разметила, на первый размер у меня будет 34 ряда длина выреза горловины, на второй размер 40 рядов, на третий 42 ряда. И сейчас необходимо узнать, через какое расстояние нам делать убавки. И я вам хочу сказать, по моим расчетам, в каждом втором ряду у нас будут убавки. В каждом втором ряду мы будем убавлять вот эти петли. Значит, почему складывается первый размер? Вот смотрите, где у нас 37 петелек, не зря мы их определяли, эти петли. Помните, сколько на вырез горловины приходит? У нас 2 скоса по вырезу горловины. То есть 37 делим на 2, значит, без остатка не делится. Естественно, берем одну петлю сразу, в зачатке ее закрываем, да, и уже, смотрите, 36 петелек у нас остается, легко делится без остатка на 2, 18 петель. На каждый скос приходится 18 петель. А у нас высота 34 ряда выреза горловины. Поэтому 34 ряда мы поделим на 18, ну, практически в каждом втором ряду. То же самое касается второго размера. 40 рядов. Здесь у меня 38 легко делилось на 2. Получалось по скосу выреза горловины 19 петель надо убавить. И 40 поделить на 19, соответственно, в каждом втором ряду убавки. И 42 ряда у нас третий размер, высота выреза горловины. И надо было 42 поделить на 2, 42 петли у нас на вырез, да. На каждый скос по 21 петлю приходилось. И 42 поделить на 21, конечно же, получает число 2. То есть тоже в каждом втором ряду убавки по одной петле. Здесь, собственно, тоже все понятно. Ну и вот так кратко я хотела вам рассказать, из чего у нас складывается описание. Если у вас возникли какие-то изменения, ну, не соответствует, допустим, ростом, да, то есть вы считаете, что, допустим, длину надо как-то откорректировать. По аналогии, девочки, сделайте перерасчетик, да, внесите свою индивидуальную вот эту вот мерочку в описании, да, в описании исправьте эти циферки и все. И вяжите спокойно, описание будет выложено под видео на все эти 6 размеров. Поэтому корректируйте по аналогии, изменяйте, как вам там будет угодно. Ну, даже не то, что угодно, а как вы считаете более правильным для себя, да. Просто с применением плотности, вот эти все теоретические уроки, которые я вам сейчас рассказывала, они на практике всегда очень важны, и мы ими пользуемся. То есть вот эти все арифметические действия, которые я перед вами сейчас показывала, с умножением плотности по вертикали и по горизонтали, обязательно их используйте. Все эти, значит, схемы, все эти раскладки, все эти расчеты. Это не просто так делается, это делается вот всегда. Любое трикотажное изделие, после того, как мы его свяжем, мы его стираем, да? И чтобы вот оно не вытянулось и не стало бесформленным ни в ширину, ни по вертикали, да, ни в длину. Люди придумали вот эту вот величину, расчетную плотность, которую все применяют вязальщицы, в принципе, во всем мире руководствуются одними вот этими принципами, вот этими расчетами с применением плотности. Но здесь по-другому никак не получается, иначе, как я уже вам объясняла, может получиться такой казус: вы свяжете изделие, руководствуясь сантиметрами, а когда вы его постираете, оно вытянется и станет совсем других размеров, да, габаритов. Поэтому не игнорируйте эти расчеты, обязательно их, девочки, применяйте. А я желаю вам удачи и до новых встреч!